Друзья, всем доброго времени суток. С вами капитан Максим, канал Максмастер. У нас срочные новости. Прямо сейчас в Индийском океане, совсем недалеко от берегов Индии, горит контейнеровоз, очень сильно горит. Контейнеровоз тайваньской компании, которая называется Wanhai 503 или Wanhai 503. Что произошло? Как развиваются события? Что с экипажем? Что способствовало этому пожару, мы прямо сейчас с вами разберем. С вами капитан Максим Максмастер. Поехали! У меня сейчас на борту 9 июня 15:00. Эту новость вы увидите, скорее всего, 10 июня в своем часовом поясе. Происшествие произошло тоже сегодня, 9 июня, если мы говорим по UTC, то есть время UTC, 4 утра или в 9:30 по центрально-индийскому времени. На борту контейнеровоза Wanhai произошло возгорание, вследствие чего произошла серия взрывов, которая привела к огромному пожару, и экипаж судна после непродолжительной борьбы вынужден был покинуть борт судна. Но это было логично. Я вам сейчас покажу фотографии, я вам покажу, что это вообще за судно, как проходила спасательная операция, вы все поймете. Там бороться с пожаром было бессмысленно. Коротко расскажу вам про этот контейнеровоз. Контейнеровоз тайваньской компании Wanhai 503, ну, у них тогда, да, такие названия, и, наверное, просто слова закончились, они перешли на цифры. Тем не менее, 269 метров в длину, 32 в ширину, совершенно стандартный контейнеровоз средних размеров, грузовместимостью 4250 контейнеров в 20-футовом эквиваленте. Был построен на заводе Hyundai, то есть Корея, в 2005 году. Работает под регистром DNV. Это совершенно стандартный регистр для многих судов, в том числе и для нашего судна, на котором я сейчас нахожусь. Это норвежский регистр с хорошей репутацией. Его менеджмент, как и овнер, как и хозяин, так и управление, находится на Тайване. И экипаж в момент происшествия на борту было 22 человека. К сожалению, только 18 удалось спасти. 4 на данный момент числятся как пропавшие без вести. Давайте перейдем непосредственно к анализу тех данных, на которые на сегодняшний момент у нас есть, те фотографии, видео и так далее. Поскольку все началось, достоверно неизвестно, но в 4 часа UTC был подан сигнал бедствия с этого судна. Сигнал бедствия был принят на MRCC Индии, то есть Maritime Rescue Coordination Center. В это же время, в них, кстати, что-то в последнее время очень много работы. Вы помните, совсем недавно мы разбирали инцидент с контейнеровозом MSC Elsa 3, где они тоже участвовали. В общем, приняли они сигнал бедствия и сразу развернули спасательную операцию. Сразу же практически отправили на место события 5 судов для оказания помощи, а также воздушную поддержку, с борта которых возможен сброс спасательных плотов для экипажа. По моей информации, на момент пожара на борту контейнеровоза находились контейнеры с опасным грузом 4 различных классов. Это класс 3, класс 4.1, класс 4.2. Ну, можно сказать, что это 1/4 класс с 2 подклассами. Также класс 6. Контейнеровоз вышел 7 июня из Шри-Ланки, порт Коломбо, и направлялся в Навашеву, это Индия. Должен был туда прийти 10 июня. На борту было 22 члена экипажа. Это 8 китайцев, 6 граждан Тайваня, 5 граждан Мьянмы, Бирма, которая раньше была, также 3 гражданина Индонезии. Что-то по дороге пошло не так, и произошло вот это возгорание. Давайте разберем быстренько, что у нас есть на сегодня. Смотрите, вот аэрофотосъемка, видно как раз, наверное, с одного из этих Dornier Aircrafts. Вот здесь вот на видео видно, что есть какая-то белая точка. Это как раз тот самый спасательный плот, возможно, который был сброшен как раз вот с этого Dornier Aircrafts. Ну, тем не менее, на борту судна тоже есть спасательные плоты. На вот этой фото его более отчетливо видно. Вот он здесь вот находится, оранжевого цвета. А также мы видим, что под бортом судна есть спасательная шлюпка, которая была спущена с, соответственно, левого борта с надстройки. По информации, которая у меня опять же есть,
возгорание началось под палубой. Насколько это достоверно, я гарантировать вам не могу. То есть есть информация, что значит под палубой. Под палубой на судне это значит в трюме. Да, мы можем перевозить опасный груз как на палубе, так и под палубой. Мы для этого сертифицированы. Я не знаю, было ли сертифицировано это судно или нет, но, скорее всего, да. Потому что большинство контейнеровозов, подавляющее большинство, практически все, могут перевозить опасный груз под палубой. Но если там происходит возгорание, туда абсолютно бессмысленно посылать пожарную бригаду, тушить, потому что там неудобно, туда неудобно попадать. Проще запустить систему пожаротушения СО2 и потушить с помощью нее. Смотрите, на вот этой фотографии видно, что контейнеры вообще в разные стороны раскиданы. То есть это не банальный пожар. Это не банальный пожар. Это был именно взрыв. На некоторых контейнерах, скорее всего, уже подгорелись их стойки. Они начали плавиться и просто начали сыпаться. Есть информация, что уже 40 контейнеров попали за борт. Неизвестно, есть ли в этих контейнерах опасный груз, но 40 штук на сегодняшний момент, вот на время, которое я вам сейчас вещаю, известно, что они уже попали за борт. Видно какие-то черные подтеки по борту судна. Возможно, это утечка опасного груза. Сверху лежат контейнеры, некоторые открытые. То есть, понимаете, если бы это был банальный пожар, они бы просто стояли стопками, как они грузятся. А здесь они лежат сверху. То есть что-то их разворотило, да, что-то их после того, как был взрыв, их подкинуло и положило вот сверху других контейнеров. Из тех, что были спасены, из 18 человек, и, кстати, транспортировали после того, как их спасли в Нью-Мангалор, есть такой город в Индии. 5 получили травмы, 1 очень серьезно травмирован. Кстати, после того, как был объявлен сигнал бедствия, 2 судна изменили свой курс для оказания первой медицинской помощи. Это суда Амбра и судно контейнеровоз One Marvel. Изначально сигнал бедствия был принят судном, которое называется Cape Valencia. Они приняли сигнал бедствия, передали на Maritime Rescue Coordination Center порта Мумбаи. На вот этой фотографии видно, что лайфбот правого борта находится все еще на своем месте, то есть экипаж использовал, как мы с вами видели на предыдущей фотографии, лайфбот, то есть спасательную шлюпку левого борта. Они покинули борт судна, и это абсолютно очевидно после того, как они попытались потушить пожар. Хорошо, что они все-таки догадались покинуть борт судна, потому что на контейнеровозе с опасным грузом, а они знают, какой там опасный груз, мы знаем все расположение опасного груза, который задекларирован. То есть капитан после того, как проанализировал расположение остального опасного груза, скорее всего понял, что возможно вторичные взрывы, если они еще тогда на тот момент не произошли, и принял решение покидать борт судна. В этой ситуации бороться с пожаром, с таким пожаром нет никакого смысла. Экипаж фактически может передвигаться только по палубе, по верхней палубе. Тушить водой вот такое возгорание не имеет, скорее всего, никакого смысла. Более того, некоторый опасный груз нельзя тушить водой. На мой взгляд, принято абсолютно правильное решение покидать борт судна, дабы сохранить жизни остальным членам экипажа. Прямо сейчас Ванхай 503 все еще находится на месте. Туда были отправлены суда, которые имеют оборудование, способное тушить такие пожары. Сейчас уже там вечер. Посмотрите кадры, которые вот были получены совсем недавно от береговой охраны Индии, или это от ВМС. Но здесь совсем все плохо. Здесь до сих пор все горит. Смотрите, чуть-чуть перед этим есть тоже кадры до того, как все стемнело, насколько было сильное возгорание. И вы видите, оно распространяется, но не то, что чуть-чуть там где-то начинает затухать, оно еще больше и больше становится. То есть пламя перекинулось дальше, оно уже подходит к носовой части, подходит к надстройке. Это все будет гореть еще очень долго. Здесь ситуация, конечно, катастрофическая для Ванхая. Мне кажется, что не удастся его потушить. Он выгорит так же полностью, как совсем недавно, вы помните, небольшой контейнеровоз Салон, который столкнулся с Stena Immaculate в Северном море, выгорел полностью. Мне кажется, что здесь ситуация будет точно такая же. Будем надеяться, что те 4 члена экипажа, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, находятся где-то на борту судна, им просто не удается подать сигнал бедствия для спасения, и все-таки их спасут. Надежда, как говорится, есть всегда.
Вот такие вот неутешительные новости. И я буду стараться вас держать в курсе. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Подытожив все вышесказанное, ситуация для судна катастрофическая, критическая. 4 члена экипажа пропали без вести, 18 спасены. Coast работает на месте, спасательные катера на месте. Курсируют самолеты. Search and Rescue Operation in Progress, то есть спасательная операция все еще в прогрессе. Будем надеяться, что этих 4 человек спасут. С вами был капитан Максим, канал Максмастер. Это был специальный выпуск, посвященный вот этой катастрофе, которая прямо сейчас происходит в Индийском океане, совсем недалеко от берегов Индии. Пишите свои комментарии, пишите свои мысли. Если есть вопросы, я на связи.